Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и пиши в комментариях, что именно тебе понравилось и какие темы видео ты бы хотел видеть здесь. Март 2025 года стал поворотным моментом в изучении Древнего Египта. Археологи во главе с профессором Курадо Маланга сделали ошеломляющее открытие под пирамидой Хафра. Они наткнулись на сеть спиральных лестниц и вертикальных шахт, уходящих на глубину более 600 метров. Эти структуры не просто шокировали научное сообщество, но и поставили под сомнение все существующие теории о создании пирамид. Ученые начали задаваться вопросами: о каком времени идут речь и кому принадлежит это выдающееся архитектурное наследие. Это открытие привлекло внимание журналистов, блогеров и любителей истории по всему миру, вызвав бурю эмоций. Такое открытие стало словно грозой среди ясного неба. Кто-то в научном мире воспринял его как спасение и надежду на новые знания о древней цивилизации, а кто-то сгрустнул о своем статусе эксперта в области, которую можно было считать окончательно исследованной. Ожидания общественности возросли до предела. Люди начали мечтать о том, что под песками могут быть скрыты не просто сокровища, но и удивительная библиотека знаний, способная изменить представление о древних цивилизациях. Однако, несмотря на впечатляющие находки, официальные египтологи, включая знакового ученого доктора Захи Хаваса, сразу выразили свой скепсис. Хавас и его сторонники быстро начали опровергать сенсацию, указывая на то, что такие структуры могут быть просто результатами случайных геологических процессов, страхов по поводу пандусов и подземных карстов, которые формировались миллионы лет назад. Со своей стороны команда Маланги настаивала на точности своих данных, полученных с помощью высокоточного радиолокационного оборудования. Судьба исследования могла бы измениться, если бы в этом контексте возникли новые инструменты или методики анализа. Долгие годы Маланга и его команда использовали классические методы, но продвижение технологий открывало перед ними новые горизонты. И все же традиционное сообщество египтологов продолжало ожидать объяснений, никогда не прекращая своих попыток опровергнуть результаты группы Маланги. Это противостояние вскоре начало разделять общество. Одна сторона началась шептать о новом золоте науки, что исследователи, возможно, на самом деле столкнулись с остатками затерянной цивилизации, в то время как другая сторона, преданная традициям и фиксированному знанию, настаивала на том, что все нужно было классифицировать как случайные совпадения. К июню 2025 года открытие стало еще более значительным. Маланга и его коллеги Бьонди и Тацуя Хосода сообщили о наличии колоссального подземного комплекса с камерами шириной до 80 метров. Находленные туннели и камеры создавали обширную сеть, устремляющуюся вглубь Земли, как огромная паутина. Элементы конструкции были хорошо организованы, и их четкость давала основание задуматься о том, что это — создание рук человека, а не геологическое явление. По мере получения новых данных, результат радара, как вспышки света, предвосхитили недоумение. Метельные структуры могли указывать на предназначенность, на что-то большее, чем просто клад. Каждое новое открытие вызывало вопросы на тему того, как это все связано с великой архитектурной традицией Древнего Египта. Команда археологов пока была уверена, что эти находки ничего не изменили нарративно, ведь весь мировой научный мир продолжал следить за их открытием. Выводы об архитектурных особенностях прежних времен требовали изменения всей существующей парадигмы понимания. Но то, что ожидало их в будущем, даже окруженный скептицизмом научного сообщества, было крайне интригующим. Ключевым моментом в исследовании стало осознание группы, что перед ними находится не просто результат случайной геологии, а четкая, симметричная архитектурная конструкция. Это осознание бросало вызов существующим представлениям о том, как и почему были построены пирамиды. Исходя из точных измерений,
Как могли быть созданы такие внушительные сооружения? И что именно они в себе таили? Вопросы оставались открытыми, и каждая встреча ученых, каждый вечер, проводимый за обсуждением новых данных, накалял атмосферу. Вот тут в дело вступали теории. Одни из ученых высказывали мнение, что эти структуры могут указывать на типичный исторический задел, связь между известной цивилизацией и более ранее, скрытой от глаз истории. В это время коллеги Маланги продолжали продвигать свои гипотезы, не забывая подчеркивать стек, что архитектура этих камер явно демонстрирует рукотворность. Существует также мнение, что эти исследовательские поиски могли столкнуться с дезинформацией со стороны властей. Египетское правительство, возможно, боялось потерять контроль над сложившимися представлениями о пирамидальной культуре. Как бы то ни было, эти вопросы о том, кто же именно построил эти сооружения, оставались на повестке дня. Однако даже на самом высоком научном уровне не обошлось без больших пробелов в феномене природы строительства самих пирамид. Вопреки общепринятой версии о том, что они были построены по указанию фараона Хуфу, многие историки обращают внимание на отсутствие четкой информации о том, кто и как именно строил огромное чудо древности. Единственной известной записью остается реставрация, сделанная много позже, где нарисована фигура самого Хуфу, но многие исследователи рассматривают ее как граффити, а не как официальное подтверждение его строительства. Таким образом, оставалась открытой сфера археологических исследований. Археологи продолжают сталкиваться с тем, что даже сам процесс изучения пирамид становится в разы сложнее, чем предполагалось когда-либо ранее. Неудивительно, что существовали теории о том, что на самом деле пирамиды могли быть созданы представителями более древней цивилизации, которая была гораздо более высокоразвита, чем когда-либо считалось. Не говоря уже о загадочных мифах, окружающих самих фараонов, как о божественных фигурах, что следовали предполагаемым космическим путям. Кроме того, исследователи начали вскрывать мрачные тайны подземных сооружений, которые ставили под сомнение все, что считалось известным о национальной истории и учениях. Процесс напоминал огромную головоломку, где каждое новое открытие добавляло недостающие элементы, и понимание того, что именно начало разрастаться под Гизой, оставалось на тонкой грани между сомнением и верой в тот свет, что мог бы просветить человечество. Научное исследование всех этих загадок не ограничивалось традиционными научными методами. Интересные теории показали, что на самом деле подчиненные песками камни могли скрывать зал хроник, библиотеку, о которой слагали легенды, где хранились практически все знания древнего мира. Многие взаимосвязи приводили к мысли, что нахождение этой структуры могло изменить парадигму понимания не только египетской, но и мировой истории. Существовали мифы о зале, в котором хранились свитки и знания, и в то время как группа Маланги поднимала вопрос о существовании подземного комплекса, легитимность этих структур могла привести к невообразимым открытиям. Вероятным объяснением могло быть то, что цивилизация, создавшая эти сооружения, действительно обладала письменными знаниями и понимающими технологиями, которые и в настоящее время кажутся невозможными. Сложности, которые возникали на пути дальнейших исследований, повторялись, когда речь заходила о сопротивлении со стороны властей. Научное сообщество задумалось, чему может научить современное общество свое историческое наследие, включая находки под пирамидой Хафра. Возможно, открытие этих древних сводов привело бы к пересмотру национальной гордости, а также привело бы к глубокой переоценке образовательной программы для молодежи. Многие исследователи полагали, что лучше оставить ценности прошлого под покровом тайны. Египетская экономика сама по себе во многом зависела от туризма, и новые исследования могли бы разрушить привычный нарратив о пирамидах, представляя страну перед лицом жестокой правды о ее бешеном историческом процессе. И если пирамиды окажутся не просто границей между созиданием и разрушением, укрыванием от света, а символическим вызовом,
Возможный экономический кризис обернется против правительственных структур, как мы его знаем. В начале 2025 года еще одна исследовательская группа из Японии выявила странные структуры в западной части плато Гизы. Структура, которую они обнаружили, была специально засыпана песком и имела размеры 10 на 10 метров. Первоначально она показалась безобидной, но, углубившись под нее, исследователи обнаружили квадратную полость на глубине между 5 и 10 метрами. Эта находка вызвала большой резонанс среди ученых. Исходя из всех соображений, форма и расположение подтверждали рукотворность, что пробуждало интерес к назначению объекта. По мере дополнительного анализа возникали все новые тайны. Зачем создатели строили эту конструкцию? Что именно они пытались скрыть или, напротив, открыть? Это открытие перекликалось с древними легендами о потайных залах под плато Гизы, возрождая споры о том, может ли там располагаться зал хроник, о котором говорится в легендах и мифах западных и восточных культур. Научные исследования под Гизой напоминали вторую ренессансную эпоху, когда знания искали в недрах Земли. Каждое новое открытие отлично вписывалось в многоуровневую картину, которая развивалась по мере продвижения исследовательского процесса. Появлялись спекуляции о том, что открытые структуры могли быть взаимосвязаны с другими находками по всему миру, от аналогичных объектов в Турции и Месопотамии до мегалитов на других континентах. Теории о загадке пирамид совместно с находками в Гебекли-Тепе и Карахан-Тепа поколебали все традиционные догмы. Базовые вопросы о происхождении и назначении таких сооружений возросла до необычайных масштабов. Атмосфера интриги нарастала, поскольку научные данные заявляли о своих возможностях. В конечном итоге, когда осваивалась новая территориальность, сюжеты о высокоразвитых цивилизациях следовали на пути сетей времени, занимаясь вопросами климатических изменений. Древние легенды об исчезнувших цивилизациях свидетельствовали о высокоразвитых обществах, которые могли быть уничтожены катастрофами, теперь пересекались с научными исследованиями. Это подчеркивало важность изучения божественного, которое дополняло картину реальности. Современные изменения климата 20 тысяч лет назад могли указывать на мощное воздействие на развивающуюся человеческую культуру. Исследователи начали связывать изменения в экологической среде с миграцией населения и нарождающимися обществами, что также могло объяснить появление чудес архитектуры, таких как египетские пирамиды. Не менее завораживающим остается и сам сфинкс. Геолог Роберт Шох, проводя исследования, обнаружил на теле сфинкса характерные следы эрозии, согласующиеся с воздействием воды. Это быстро привлекло внимание новой группы энтузиастов, и дискуссии о дате его создания поднимались с возросшей энергией. Инвентарная стела указывала на то, что сфинкс и другие памятники могли существовать задолго до обращения к ним, изучая египетскую культуру. Это свидетельствовало, что их наследие, архитектурные достижения имели основания в гораздо более глубокой хронологии, чем когда-либо публиковалось. Неопровержимые улики из Турции и Египта очевидно могли указывать на другие слои понимания истории. Ученые начали подниматься на новые уровни восприятия своей роли в раскрытии истинного наследия цивилизации, жившей задолго до фараонов и их культурной эволюции. Обсуждение подземных комплексов Гизы собирало внимание исследователей и геологов, подчеркивая, что в этом обширном соборном проекте действительно кроется что-то большее. Эти строительные проекты стали краеугольными камнями для пересмотра всей истории человечества. Подобное стремление за знанием может изменить наш взгляд на историю. Открытия под пирамидами, сочетающиеся с мегалитами Гебекли-Тепе и Карахан-Тепа, создают новую парадигму, утверждающую, что цивилизация могла существовать задолго до появления письменности. Эпоха открытий только начинается, и люди всего мира начинают задавать главный вопрос: что еще скрыто под их ногами?
Если в сложных сочетаниях древних структур действительно таится загадка, способная изменить представление о человеческой истории, мы находимся на краю новой эры открытий. Наша задача — оценить эти возможные знания и использовать их мудро.